Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки из Китая. На этот раз вот такой вот пакет пришел, честно говоря, не знаю что там, опять не трекалось. Написано, что это какие-то аксессуары, стоимость вроде бы 3 бакса, весит всего лишь 200 грамм. Давайте вскроем, тут даже есть много всяких вот этих вот QR-кодов, по-моему так это называется. Скорее всего это насчет какого-то магазина, то есть это возможно с какого-то магазина заказано, возможно это где-нибудь на Алиэкспрессе. Честно говоря, не знаю, ссылка будет в описании, в общем-то увидите. Давайте достанем. Ну, в принципе, сейчас я это достану и пойму, откуда это пришло. Так. Несмотря на ночь тоже не особо понятно, что это. Так. Ну, я пока что ничего не понял. Так, давайте это дело вскроем аккуратненько. Почтовая упаковка. И это у нас получается часы. Вот он еще. Достаточно долго ждал эти часы. Уже, это с Алиэкспресса у нас пришли они. Уже поссорился с продавцом. То есть по поводу этих часов, то есть я ему писал, они пришли вовсе не вовремя, то есть прошло более 60 дней, за 60 дней они не пришли, и я уже открывал диспут, пытался вернуть деньги, но все-таки договорились с продавцом на то, что если в течение 30 дней не придут они, то он все-таки мне вернет деньги, так что он просто мне, получается, увеличил время, и вроде бы они вот пришли. Честно говоря, часики достаточно дешевые, стоили они, по-моему, около 5 баксов, сразу же это ощущается на качестве, но с виду достаточно классно выглядит, то есть вот этот вот циферблат такой, не знаю, вам на камеру, по-моему, передается, выглядит очень классно, то есть они выглядят вообще так, единственное, что они все глянцевые, ляпаться сильно будут, а в целом выглядит классно. Они идут, то есть стрелка у нас секундная двигается, сзади у нас просто написано, что это якобы закаленная сталь, вот такой у нас ремешок прошит вроде бы ровно, но он сам по себе на ощущение, чувствуется, что он, не очень китайский, в общем-то, и все это подобное. Так, тут он достаточно серьезно помялся, то есть у нас тут вот такие вот появились ребра, я не знаю, может так это назвать, ребра или как, похоже, в общем-то, этот вот изгиб, видите, оно выглядит некрасиво, в общем-то. Давайте наденем их на руку, сейчас у меня на руке нету часов, то есть сравнить не с чем, часов поблизости, по-моему, нету, сейчас. В целом, так, вот такая вот тема. Вот такие вот часики. Честно говоря, ремешок не очень, сразу чувствуется, что он сделан из очень дешевых материалов, но в целом он выглядит так, нормально вроде бы, прошит хорошо, неровностей серьезных нету. Единственная неровность это вот эти вот изгибы, это косяк продавца, то что он его плохо упаковал. А в целом вот такие вот часики выглядят очень классно, лично мне нравится, то есть видите, они все сами по себе вот такие вот глянцевые, блестят, но это конечно минус, все это ляпаться серьезно будет, то есть это часики на месяц, можно так их назвать. По-другому я их назвать не могу, поскольку через месяц они уже потеряют свой внешний вид, и смысла от них уже много не будет, то есть их уже можно будет не носить. А в целом вот такие вот часики, взял я их просто из интереса, что можно на подобную сумму. Он стоили, по-моему, они около 5 баксов, что можно из часов купить в Китае. Это был один из оптимальных вариантов. Мне он понравился, вроде бы на картинках и так вроде нравится. Вроде выглядит достаточно красиво. Спереди у нас не стекло, по-моему, пластик какой-то, потому что на ощущение он вообще никакой, не холодненький никакой. Вроде бы, может быть, даже и стекло. А в целом вот такие вот часики выглядят достаточно классно, и на руке тоже достаточно хорошо смотрятся. Наверное, сделаю по поводу них, получается, в описании к видео. Через определенное время напишу, примерно через какое период времени они стали непригодными к использованию, в плане того, что, допустим, ремешок порвется, они сами по себе царапаются. Честно говоря, я как пользователь, средней аккуратности, то есть я вроде бы аккуратно к вещам отношусь, но все равно каким-то образом на них образуются всякие царапины, сколы и все подобное, все-таки, не могу от этого избавиться, все-таки с вещами не самым аккуратным образом я отношусь, но в целом вот такие вот часики мне, лично говоря, нравятся. Не знаю, как вам. Заказывал, опять же, с Алиэкспресс, ссылка на них будет в описании. Кстати, мне, честно говоря, не нравится на Алиэкспрессе, вообще вот есть китайские часики, у которых есть дополнительный циферблат, который не крутится. Это вот муляж, вроде со стороны, когда смотрит человек красиво, когда вблизи смотришь, это сразу же видно, что муляж, видно, что это дешевая подделка. По-моему, лучше, когда цельный циферблат, когда нету никаких, получается, дополнительных часов, которые тем более не работают, смысла от них нету, поскольку это просто наклейки. Желательно вот такие вот минималистичный дизайн, то есть чтобы особо оно не напрягало. Честно говоря, часики пока что мне нравятся. Единственное, что ремешок достаточно дешевый, а вот так внешне достаточно классный.
Пришли они более чем за 60 дней, но это, конечно, косяк, скорее всего, почты, то есть это продавец в этом не виноват, но в целом вот так. Кстати, у меня уже задняя вот, поверхность уже как будто какая-то поцарапанная, что ли, ну, по крайней мере, так кажется. В принципе, это не критично. Кстати, снутри у нас получается вот такая вот белый кожзам, ну, вообще, может быть, тут даже кожей не пахнет, это какой-нибудь, ну, дермантин или что это такое. В общем-то, вот такие вот часики, честно говоря, мне нравятся. Не знаю, как вам. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такой вот был обзор посылки с Китая. Кому интересно, ссылка будет в описании. И, в общем-то, пока.